Вот и настал момент, когда прошел The Game Awards, которому уже 10 лет. Довольно внушительно, да и в целом в этом году ТГА прошел довольно неплохо. Хоть под конец и было, как всегда, всякая реклама гача-хуйни. Good evening, everybody! Выбор игроков пал на Вуконга, и геншинята не получат примагемы, а игра года — это демонстрация особенностей джойстика PlayStation 5. Astrobot! Блять, какой ужас. Но среди этого бредика был он. Рыцарь в настоящих демократических доспехах. Адский десантник, который заявил на весь мир, что угроза человечеству пополнилась в количестве. И теперь мы наконец-то увидели третью сторону конфликта нашей необъятной Helldivers 2. Иллюминаты. They arrived without warning, laying waste to our peaceful colonies, crushing all resistance. Обновление произошло прямо во время The Game Awards, что не на шутку заставило охуеть от происходящего. И перед тем, как я бы хотел высказаться касательно обновления, хочу дать пару слов гордости за то, что эта игра получила 2 награды из нескольких номинаций, одна из которых это лучший мультиплеер, что в целом я не могу отрицать. Helldivers 2! Congratulations, Arrowhead! Спустя год из той поделки, где нельзя было из-за серверов к друзьям подключиться, до нынешних событий, когда и контент большой, и разнообразие в противниках хоть отбавляй. 3 месяца прошло с последнего крупного обновления «Эскалация свободы». И невзирая на то, что для таких крупняков они берут такое большое время, нельзя не отметить, что выстреливает подобное обновление как положено. Онлайн взлетел выше 100 тысяч, что не может не радовать. Как я и говорил в своем прошлом видео, ренессанс Helldivers 2 и о ее дальнейшем распространении демократии, она должна была сделать шаг, в котором хайп был бы реален. Мой канал, конечно, не новостник по самой игре, но те, кто следили, знают, что после выполнения и создания передвигающейся демократической космической станции, онлайн не то чтобы поднялся, а даже упал. Связано с тем, что сам по себе ДКС оказался неблагонадежным в своей работе, когда они на планете стреляли стратегемом с 380 миллиметровыми пушками без остановки всю игру и убивали игроков. В общем, даже с одной этой темы можно сказать, что ДКС не оправдала свои ожидания, но игра, естественно, обновляется. Тех предателей, что работали на пушках ДКС, уже наверняка отправили под суд за дестабилизацию освобождения планет адским десантом, и сейчас стало гораздо лучше. Да и плюсы от станции по-любому появились. Она дает целый 1% из десятков тысячных процентов, которые делают десантники, что помогает стабилизировать фронты. Правда, есть и нюансы, как, например, время на ожидание перезарядки эффектов, которые дает космическая станция, как та же стрельба из 380 миллиметровых пушек. Дело в том, что, учитывая, как долго отсутствовали возможности траты ресурсов, которые скапливались за все эти месяцы, дав возможность их тратить, разработчики не учли, что эти эффекты будут активироваться секунду после доступа, и целую неделю ждать перезарядки — это, конечно, бред. В нынешней же ситуации космическая станция недоступна. Да, немного затянуто вышло про первую номинацию Best Multiplayer. Ну да. Так вот, вторая номинация, которую получила Helldivers 2, это Best Ongoing. Если понимать дословно, как я сам попытался, то это что-то вроде лучшей повествовательной части игры. И невзирая на то, как игра себя демонстрировала обновлениями, как она себя показывала для игроков, то награда также заслуживает своей номинации. Посудите сами. Любое слово про Helldivers 2 и все, ты представляешь себя адским десантником с крутым шлемом и плащом и месишь врагов свободы и демократии. С чем я точно согласен, так это то, что игра не выиграла в номинации Best Community Support. Я не буду разгонять старую телегу, но да, просто напомню, что игра все еще не везде доступна. И этим все сказано. Да, я давал голоса за Helldivers 2, как аванс на дальнейшее обновление, и оно не разочаровывает. Разве что лишь тем, как долго ждать больших обновлений. Ну и хочу сказать, что я пиздец как разочаровался, что Усада Пекара не победила в номинации лучшего контент-мейкера. Вот, да. Реально обидно.
Helldivers 2 дало обновление, конечно, красиво, это бесспорно. Наконец-то мы можем измазать свою броню в инопланетной синей крови. С чем же мы на сегодняшний день имеем дело? Чертовыми осьминогами, что поработили граждан Федерации Суперземли, сделав из них тупых зомби, названием по-особенному Voteless, или же бесправные, которые толпой прут на адский десант. Сделаны эти противники классно, визуал ужасный в хорошем смысле. Но как же жутко, когда ты отстреливаешь ноги у зомби, и они ползут к тебе, перебирая руками. Мы имеем дело с самой стрёмной заразой. Благо, против них хорошо подходят турели с пулеметами, которые хорошо гасят огромные толпы. И да, толпы огромнейшие, по 20 штук в патруле. Это просто ужас. Огнемет также приветствуется и даже поощряется за истребление толп. Сами пришельцы имеют довольно опасный, хоть и небольшой арсенал, который мы можем увидеть сейчас. Оверсир или же надзиратели посохами, которыми они могут стрелять, и урон у них просто ёбнуться можно. Практически каждое попадание ломает конечность или пробивает грудь до серьезного кровотечения. На борьбу с ними 4 стимуляторов ну просто не хватает. Нормально пробиваются оружием, что способно бить среднюю броню, на мой взгляд. Из более негативных моментов у этих двухметровых дылд есть ручные энергощиты, а на близкой дистанции они своим посохом размахиваются, также ударяя до переломов и даже отбрасывая десантников ударами. Порой они кидают таким образом в станлок, и десантники в конце концов не выживают. Тут уже сложно сказать, разрабы не доглядели или так и задумано. Есть еще оверсиры на джетпаках со скорострельными винтовками. Мало того, что инопланетяне сами по себе довольно серьезно бронированы, так эти еще и гранаты кидают. В целом, как мишени, они более простые, чем те, что передвигаются по земле. Главное, чтобы не попадали по вам. И holy shit! Привет, тренога из Half-Life, хорошая отсылка. Harvester. Это чучело с энергетическим щитом стреляет лазером на дальних расстояниях, мгновенно убивая. Самая опасная хрень в игре, а на ближние дистанции бьет током, чтобы отогнать. Наконец-то появился достойный противник для боевого пропуска Cutting Edge. Дриповые десантники теперь еще и полезнее, чем обычно, а то есть броня, дающая эффект защиты от электроатак на 95%. А смысл? Вот теперь он появился. У врагов на точках аванпостов появились инопланетные башни Тесла, будьте бдительны, бойцы. С появлением иллюминатов появились и летающие тарелки. Одни вызываются патрульными кристаллами наблюдатели, что летают по карте в поисках нарушителей, другие являются спавнерами на аванпостах. И сложность войны с ними заключается в наличии энергощитов, которую еще нужно пробить перед тем, как уничтожать. Противник серьезно подготовился для вторжения. Иллюминаты как враги на данный момент это очень сложный противник. В одиночку даже 5-я сложность не так проста, как на автоматонах и терминидах. Угроза всей галактики нависла над нами, и нужно ее выдавливать. С обновлением Суперземля не поскупилась даровать нам транспорт в виде багги на 5 мест с тяжелым пулеметом на борту. О боже, они это сделали. У нас есть свой транспорт, на котором можно разъезжать, ну прям как в Halo, и на ходу стрелять. Багги очень непослушные в управлении, поворачиваются топорно. Хотя, наверное, так и должно быть с подобным транспортом. Едет охереть как быстро, хотя принимает на капот неохотно. Большинство противников посреди пути скорее отодвинется в сторону, дав какой-то урон, чем убьет непосредственно. Ну и на том спасибо. Боевой пропуск лично я не открыл, я не занимаюсь фармом, я занимаюсь освобождением галактики. Но наблюдая визуально, я счастлив, что наконец-то есть броня, которая визуально имеет городской камуфляж. Этот Урбан чуть ли не зимняя цифра. Да, там появилось первое конкретное оружие ближнего боя. Helldivers 2 развивается в правильном направлении. Однозначно. Говоря про городской камуфляж, это лучшее время, чтобы дать пару слов про новую карту. Поселок городского типа, не иначе. Иллюминаты напали сразу на большие колонны с большим количеством граждан. Оставленных городских машин посреди дороги куча. Они создают серьезную преграду для передвижения на нашем новом транспорте и даже пешком. Машины все целые, поэтому есть возможность взорвать их. И даже при столкновении с багги, все машины начинают мгновенно загораться, взрываясь впоследствии. Разрушаемость визуально это пиздец
Пиздец какой уровень. Бегая по этим закоулкам, когда вдруг рядом проходит лазер от треноги, разрушает здание, и оно сыпется на глазах, поднимает тонны пыли, из-за чего ни хрена не видно. Это круто. Здания хрупкие. Да, специально, чтобы нельзя было оставаться на крышах. Но эти улочки выглядят красиво. Долбаная американщина. Обновление дало неимоверно большой праздник жизни, когда ветераны и новички, вступивших в ряды адского десанта, отправляются на защиту нашей с вами свободы. Уже практически год, как игра развивается, и это не может не радовать. На этом я закончу, пожалуй. Спасибо бустерам за 10-рублевую подписку по базе. Ну а вам спасибо за просмотр. Пока. Да и плюсы от станции по-любому появились.